дорогие друзья! Долгожданный обзор, посвященный доработке, тюнингу, стайлингу и замеры на максимальную скорость и разгон до соточки. Все это у нас будет посвящено мощному электросамокату Blade Z. Итак, давайте вкратце по списочку пройдемся, что же мы с ним делаем. Расточим рычаги, это для облегчения конструкции и для того, чтобы заменить тормоза. Здесь у нас стоят хоть и гидравлические тормоза, но их недостаточно для того, чтобы ездить на скорости 100+, и в целом для агрессивного режима. Поэтому мы поставим двухпоршневую гидравлику Magura MT4. Также поменяем подножку заводскую. Будет у нас теперь анодированная фрезерная подножка в цвет самоката. Далее поменяем штатный курочек. Вместо него у нас новый дисплей, цветной дисплей с таким отдельным блоком управления. И курок газа теперь тоже будет отдельно, вот такая педалька. Далее поменяем контроллер подсветочки. Будет у нас мощный контроллер с кучей режимов. И главное, мы сможем менять все эти режимы и цвет, не залезая внутрь самоката. Все это через телефон при помощи Bluetooth. Выведем подсветку и свет, дополнительный свет, итальянский свет Motovulf, на вот такие кнопки водонепроницаемые. Вся проводочка будет под каждую кнопочку сделана. Сам свет Motovulf будет у нас на коннекторах, то есть если чего, легко заменяем. Ну и по тормозам, как уже все было сказано, роторы у нас 140-е роторы с теплоотведением, вот, с радиаторами, с охлаждением, чтобы не вело, чтобы, соответственно, они не гнули и можно было эксплуатировать в экстремальных условиях. Итак, перемещаемся в мастерскую. Погнали! Now I don't know if you hear me when I talk. I know it fears me when you walk away. I miss it every day. We never get to play no more. I'll give you the run through. Don't like it, you can walk away. I wanna chase you like I used to. Boy, I just think times have changed. I'll just wait for somebody new. I get this craving every hour. I wait and pray it goes away. I'm getting bored of hunger pace. Listen if you want to, sit down if you want to. I'll give you the run through. Don't like it, you can walk away. I wanna chase you like I used to. Boy, I just think times have changed. I'll just wait for somebody new. And when the clock strikes one, this mess will be undone. And when the clock strikes two, don't think that kiss will do. And if you miss that fall, that's no spill on the floor. Boy, I just think times have changed. I'll just wait for somebody new. Итак, что же мы с ним сделали в мастерской? По порядочку, давайте поехали. В первую очередь доработали саму подвесочку. Мы не меняли амортизаторы, потому что они отлично отрабатывают. А вот рычаги, чтобы хорошо ходили, соответственно, мы здесь выточили втулочки и добавили подшипники. Дальше, в этой части подвески мы их расточили для того, чтобы уменьшить вес и установить переходники от суппорта на новые тормоза от Magura.
Здесь у нас теперь двухпоршневая гидравлика Magura. Роторы 140 с радиаторами с охлаждением, которые мы вам ранее уже показывали. Дальше свет, итальянский свет, штатный свет мы поменяли, также на коннекторе. И здесь и добавили два фонаря сверху. Теперь у нас 3 итальянских фонаря, светят они мощно, не слепят ничего, все настраивается как надо. Едем дальше. Итак, далее. Поменяли подножечку, поменяли крепление, потому что на штатное она, конечно же, не устанавливается. Теперь у нас стильная анодированная цвет самоката. Также основная работа по электрике проводилась с заменой проводки и контроллера подсветки. Сейчас мы вам продемонстрируем, как это выглядит. Не нужно теперь залезать внутрь самоката для того, чтобы изменить подсветку, режим, интенсивность и так далее. Достаточно скачать приложение на мобильный телефон. Здесь более 200 предустановленных режимов, а также вы можете с индивидуальными настройками менять здесь все, что захотите. Статику, интенсивность и так далее. Помимо прочего, где необходимо, мы заменили крепежи, то есть поставили усиленные шестигранники на разрыв 12,9, крепче не придумай. Далее, ротор у нас, лучики здесь черные идут, то есть можно было также анодированные в цвет самоката, но чтобы не перегружать, мы поставили черные, но на сами поршни мы поставим вот такие вот кольца, золотые, как раз анодированные в цвет самоката. Итак, давайте вкратце пройдемся по тому, что у нас получается установлено и добавлено. Оставили заводской блок управления светом, поворотником и сигналом. Дальше у нас идет вольтметр с ключом, блок включения дисплея. Соответственно, здесь плюс-минус это регулировка скорости. Здесь у нас спидометр и, соответственно, уровень заряда показывается. Дальше добавили отдельно водонепроницаемую кнопку на подсветку и отдельно на свет. И вот этот блок мы оставили, хотя с новой прошивочкой на Blade Z этот блок убирается, вместо него подключается вот эта педаль. Мы его оставили, педаль впаяли в цепь, и, соответственно, у нас по-прежнему есть эко-турбо и режим полного привода и заднего привода. Ручка газа. Теперь тормоза у нас Magura. Приятненькие двухпоршневые гидравлические тормоза Magura. Четкие, срабатывают от мизинчика. Итак, вы, наверное, ждете обещанный замер скорости. И он будет. Но для того, чтобы это не было скучным зрелищем, мы решили, естественно, добавить динамики и сравнить его с каким-нибудь похожим аппаратом и заодно с ДВСом. Вот ознакомьтесь с тизером следующего выпуска. Надеюсь, мы вас заинтересовали.
Ждем, как всегда, жирную дискуссию. Пальцы вверх. И до встречи. Пока.